Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз сделаем для вашего знака зодиака и расклад на следующую неделю. Это неделя с 5 по 11 января. Давайте посмотрим, что вас ожидает, какие же карты вам сегодня выпадут, что интересного произойдет и к чему вам следует быть готовыми. Напоминаю, что вы можете оставить свое сообщение, свой лайк под этим видео, а также подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube канал. Итак, весы, давайте посмотрим, что же, собственно, у нас получится сегодня для вашего знака зодиака в этот отрезок времени, следующая неделя. Пока я перетасовываю следующую колоду, собственно, да, колоду карт дополнительную или уточняющую, разъясняющую, как я ее называю. Я также вам напоминаю о том, что вы можете поделиться этим видео с кем-то из своих близких, если вы считаете, что им этот расклад, это видео, возможно, подходит больше или в принципе подходит. Также буду очень вам признательна. Итак, расклад по дням, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Каждую комбинацию карт, каждое сочетание, соответственно, мы с вами сейчас постараемся разобрать. Итак, что же здесь у вас есть? Весы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта тройка пентаклей, которая у вас здесь выпадает. Карта поддержки, карта совместной работы. Возможно, вы здесь с кем-то вместе сообща каким-то делом занимаетесь, помогаете другому человеку или просите помощи, и вам помогают близкие или коллеги по работе. Вот тройка пентаклей, она о взаимной поддержке и помощи, о каком-то совместном деле, где вы совместно выполняете каждый свою частичку работы, свою какую-то задачу и, соответственно, таким образом приближаете себя к цели, да, ну или команду людей, с которыми вы работаете. Карта тройка пентаклей, она в принципе и о каких-то важных, решительных ваших шагах или действиях, которые могут быть связаны с работой или с началом каких-то новых проектов, подписанием новых бумаг, новых контрактов. Это карта работы, которая вам нравится, которая вам интересна, которая приносит вам удовольствие. И в целом по тройке пентаклей это что-то, что, возможно, не имеет результата прямо сей секунд, но со временем будет иметь результаты, и вы понимаете, что вы на далекую перспективу работаете. Давайте посмотрим, собственно, что здесь еще будет у весов. Понедельник. Карта умеренности, баланса и равновесия. Карта стрельца, может быть, общение у кого-то с человеком знака стрелец. А для кого-то карта умеренности, карта спокойного, такого размеренного дня, желание здесь помогать другим, желание находить компромиссы в коллективной работе или в отношениях с близкими, если просите у них помощи, или они вам помогают. Соответственно, либо вы им помогаете, то есть вы стараетесь какую-то такую гармоничную обстановку, соответственно, создать с этой умеренностью и сохранить такие спокойные, доверительные отношения. А дальше идет восьмерка пентаклей. Ну, по сути, тоже он работает, он эти монетки здесь чеканит, он занят каким-то делом. И вы можете здесь что-то делать руками, вы можете чему-то учиться, как-то повышать свой профессиональный уровень. Вы можете здесь в целом заниматься каким-то делом, которое успешно для вас, которое приносит деньги. Это какое-то хобби или увлечение, которое приносит деньги, либо просто ваша работа. Но вот вы каждодневно ее выполняете, и она приносит вам, соответственно, да, эти доходы, может быть, вашу зарплату. Карта восьмерка пентаклей. Давайте посмотрим, весы, что здесь еще у вас будет. Карта паж мечей. Вы можете действительно чему-то учиться вместе с восьмеркой пентаклей и пажом мечей, изучать какую-то информацию, разбираться в каком-то вопросе, прояснять для себя что-то, чему-то новому учиться, чтобы больше зарабатывать, к примеру. Также здесь может быть хороший у вас шанс для того, чтобы добиться успеха в делах, в работе. В целом удача вам будет здесь сопутствовать, и вы должны будете смело и решительно ее хватать за хвост, когда она рядом с вами появляется. Дальше идет карта башня, внезапные
сокрушительное событие, что-то может пойти не по плану, что-то не так складывается, как вы себе хотели или планировали. Возможно, это что-то будет как озарение, прозрение для вас. И вместе с тузом кубков, хочется надеяться на то, что это какие-то такие переворачивающие вашу жизнь события, но по тузу кубков это что-то позитивное или что-то, что ведет к позитивным изменениям. Туз кубков — это хорошее начинание, это хорошее открытие, важное для вас открытие. Возможно, по тузу кубков вы здесь вместе с башней, прозреете в каком-то вопросе и поймете для себя, что для вас на самом деле важно. Возможно, вы здесь почувствуете влюбленность, может быть, кто-то здесь влюбится, как гром среди ясного неба, что-то вдруг такое произойдет. Могут быть такие сочетания, очень странное сочетание. Это туз кубков вместе с башней, но тем не менее. Дальше идет карта девятка жезлов. Это карта такой целеустремленной, настойчивой работы над чем-то или желания довести что-то начатое до конца, как бы ни было тяжело. Здесь были какие-то сложности, трудности, препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, но вы дошли до этой точки, до этого дня, и вы понимаете, что дальше больше, я справлюсь, я сделаю, я смогу довести это нечто до конца со спокойствием, с настойчивостью, выполняете какую-то работу, какие-то дела и готовы защищать свое дело или готовы защищать свои интересы здесь по девятке жезлов. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Есть еще снова-таки девятка жезлов. Снова этот забор, это чистокол, по сути. Здесь как попытка отгородить себя от чего-то, от других людей, может быть, которые назойливые, навязчивые или мешают вам в достижении ваших целей. Возможно, вы себя таким образом пытаетесь от чего-то еще другого отгородить. Но в целом она, девятка жезлов, желание защититься, желание защищать, если это необходимость есть, готовность к защите и упорство, с которым вы добиваетесь поставленных целей. Дальше девятка кубков, карта праздника, счастья, возможно, каких-то приятных эмоций, которые вы здесь проживаете. Может быть, вы себе здесь позволяете что-то такое, о чем мечтали, чего планировали и хотели. И по карте дьявол, может быть, даже здесь и будет как будто бы какой-то соблазн что-то лишнее себе купить или что-то лишнее съесть, возможно, то есть какие-то соблазны, искушения, которые могут быть, или что-то может побаловать ваше тщеславие, и вы здесь по девятке кубков, может быть, что-то себе такое позволяете, как излишество. Также успех, который может потешить ваше тщеславие, снова-таки. Здесь по карте дьявол, может быть, что-то связанное с Козерогом, в принципе, сейчас сезон Козерогов, может быть, вас приглашают на день рождения, и вместе с картой девятка кубков праздник, пиршество, застолье, возможно, связаны с таким человеком. Карта императора, карта человека, который управляет ситуацией, человека, который управляет здесь, не знаю, делами, управляет тем, что происходит в доме, чувствует себя хозяином в доме. Возможно, у вас такое здесь будет ощущение, возможно, вы по карте императора здесь занимаете такую хозяйскую позицию в плане дома, в плане быта. Но также император общения с таким человеком, который лидер по натуре, человек, который по императору, возможно, амбициозный, очень-очень авторитетный, может быть, сильнее вас или значительнее вас. Это может быть ваш, не знаю, муж, супруг, это может быть ваш отец, то есть очень такая мужская фигура, поэтому чаще говорит все-таки о мужчине. Но также это карта Овна, может быть, это человек знака Овен, который имеет важное значение для вас. Тут же королева мечей. Ваша стихия, которая говорит, что вы здесь много размышляете, много думаете, возможно, о каком-то мужчине. Возможно, здесь вы стараетесь решить какие-то домашние дела, если вы занимаете главенствующую позицию в семье. Вы стараетесь по королеве мечей быть очень проницательными, внимательными, разбираться в деталях, стараться размышлять о каких-то насущных делах и вопросах, которые нужно здесь решить. Потому что королева мечей, она много думает, много размышляет, она много здесь логически рассуждает о каких-то важных вещах. И дальше карта повешенной, карта тупика и, может быть, какой-то паузы, в которую вы просто впадаете. Может быть, что-то происходит такое, что притормаживает немножечко ваши цели и планы, как будто бы вынуждены вы остановиться будете, сделать паузу. И также здесь опять-таки посмотреть на вещи под другим углом, то есть немножечко в другом ракурсе. Это, возможно, то, что здесь у вас происходит. Карта повешенной.
посмотреть на что-то или на кого-то под другим углом. Карта десятка жезлов. Также это карта, которая здесь говорит о том, что вы здесь по-другому смотрите на какую-то работу или на то, что вы на себя очень многое взвалили, может быть, очень большое количество какой-то работы, каких-то дел домашних, да, и здесь может быть ситуация, где вы наконец-то подумаете, а зачем мне это нужно, да, зачем я это делаю. Но также повешенная — это карта жертвы. Вы можете пожертвовать собой как раз для того, чтобы взвалить на себя больше каких-то обязательств и чувствовать себя жертвой при этом, что ой, как мне тяжело, ой, как я многое на себя беру и столько выполняю задач, да, но при этом все равно выполняю. То есть вы можете тянуть на себе ненужный груз. Тоже такой вариант может быть. Также можете посмотреть немножечко по-другому на какие-то вопросы или какие-то вещи, где вы сталкивались с недопониманием с другими людьми. Здесь проясняется какая-то ситуация, то есть какая-то скрытность, какая-то нечестность со стороны других людей, она может вдруг стать вам известной. Вы можете об этом узнать, собственно, вам как будто бы открывается эта информация. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака я завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и берегите своих близких. До скорого!